Добрый день, друзья! Сочники – любимая с детства творожная выпечка. Готовится быстро, получается вкусно и всегда съедается на ура. Этим рецептом со мной поделилась моя тетя еще лет 10 назад, и я считаю, что удачнее рецепта просто нет. Тесто получается мягкое, а нежная воздушная творожная начинка его прекрасно дополняет. Итак, для приготовления теста в миску кладем 4 столовые ложки сметаны, у меня жирностью 20%. Всыпаем 1/4 часть чайной ложки соли, 100 грамм сахара, вбиваем одно яйцо и венчиком перемешиваем все до однородности. Затем вливаем растопленное и полностью остывшее сливочное масло. Снова перемешиваем смесь. Далее 1 чайную ложку соды без горки гасим уксусом и выливаем в тесто. Соединяем соду с основной массой и начинаем частями добавлять просеянную муку. Муки нужно 350 грамм. Пока тесто жидкое, замешиваем его венчиком, а затем продолжаем работать руками. Чтобы не потерять рецепт, нажмите на пальчик вверх. Он автоматически появится у вас в папке «Понравившиеся». Тесто очень быстро собирается в шар, получается гладким, эластичным и очень мягким. При надавливании на него пальцами должны оставаться следы, но при этом тесто не должно прилипать к рукам. Накрываем пока тесто пакетом и займемся приготовлением творожной начинки. Для этого в миску вбиваем 1 белок, добавляем щепотку соли и венчиком слегка его взбиваем. Как только на поверхности появилась легкая пенка, всыпаем сахар и соединяем его с белком. Далее кладем сюда 200 грамм творога, мне нравится мелкозернистый, и всыпаем 1 столовую ложку крахмала. Также его можно заменить на муку. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Стол или силиконовый коврик слегка присыпаем мукой и кладем тесто, приплющиваем его. Сверху тоже подсыпаем немного муки и раскатываем в большой пласт. Когда тесто раскатали, его также присыпаем слегка мукой, чтобы не прилипал стакан или миска при вырезании кружочков. Я взяла миску диаметром 13 см. Можно взять стакан и сделать сочники маленькими. У меня обычно получается 10-11 сочников. Обрезки теста снова формируем в шар, раскатываем и вырезаем кружочки. Начинку на тесто кладем на одну половину, а второй частью накрываем ее. По желанию прищипываем слегка уголочки. И получаем вот такую красивую заготовку. Сочники кладем на противень на определенном расстоянии друг от друга. Противень застилаем бумагой для выпечки. Смазывать сочники мы будем желтком, который у нас остался.
В желток вливаем 1 столовую ложку молока и хорошо перемешиваем. Аккуратно смазываем каждый сочник полученной смесью. Отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Мои сочники готовы. Они получились настолько ароматными, и сразу скажу, таких в магазине вы точно не купите. Даем им полностью остыть, сочники едят холодными, и по желанию сверху присыпаем сахарной пудрой. Начинка получается очень воздушная и нежная, тесто мягкое и не крошится. Обязательно пробуйте приготовить сами, это безумно вкусно. Желаю вам хорошего дня и до новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».